Антон Катин, он же Тони Кац. Легендарная личность, гений, миллиардер, плейбой, филантроп. И это все не он, это Железный Человек. А сегодня мы поговорим как раз-таки о другом вымышленном персонаже Тони Каце, который, на удивление, да, спустя столько лет и столько лет страдающей репутации до сих пор пытается продвигать что-то личным, собственным лицом. И самое удивительное, как у него это получается, и получается ли вообще, потому что у него уникальные способности находить людей, которые не слышали о существовании интернета, и продавать им криптовалютные токены. Но о чем же? Давайте поподробнее. У Тони Каца, собственно, новый проект. Я не знаю, насколько он новый, но один из людей, видимо, посмотревших мои предыдущие ролики, скинул мне вот этот проект и говорит, что у Тони Каца новый проект. XP Labs AG. Место, где объединяются игры, образование Web3 и искусственный интеллект. Кроссплатформенный продукт Web3 на основе искусственного интеллекта для игр, образования и цифровых приложений, объединяя блокчейн-инновации и мобильные веб-технологии. Запустить приложение. Ну-ка, вот так откроем, да. AvaCoin, 22 тысячи пользователей в месяц, 64 похожих бота, AvaCoin бот, да. И, как мы видим, я пытался сегодня утром уже его запустить, и, к сожалению, ничего не работает. Что же у нас тут пишет AvaCoin о себе? Кликер-игра для добычи виртуального золота, которое может превратиться во что-то еще более захватывающее. Испытайте азарт настоящего золотодобытчика. Золото там, где ты его найдешь. Ясно. В общем, игра не работает, ничего не работает. То есть эта игра уже отключена. Ладно, ну а мы тогда с вами продолжать. XP Labs, естественно, швейцарская технологическая компания. У Катина просто по-другому не бывает, да? И Web3 игры, платформы на базе искусственного интеллекта, ну, и тут все понятно, да? Мы в XP Labs гордимся тем, что на наших платформах зарегистрировано более 12 миллионов пользователей. Наше сообщество продолжает расти. Каждый месяц у нас более 50 тысяч активных пользователей. Мы только что видели, сколько там вообще, в принципе, активных пользователей. Ни о каких 12 миллионах там и речи нет. Собственно, в всех соцсетях я тоже посмотрел, там тоже ни о каких 12 миллионах. Он перепутал миллионы с тысячами, потому что если мы перейдем в Twitter X аккаунт XP Labs, то мы прекрасно видим, что тут 12, собственно, и 6 тысяч читателей. Ну и сразу, не отходя от кассы, если посмотреть, да, даже в таком затриальном Twitter-скоре мы видим, что оценка просто 2 из 1000 у данного, собственно, аккаунта X. Ну и что же за продукты? AvaCoin, легендарный AvaCoin. Блин, AvaCoin был еще, по-моему, в моих прошлых видосах, и это уникальнейший токен, который мигрирует с одного токена в другой токен, в третий токен, в четвертый токен и так далее. То есть он сначала, этот вымышленный человек, разводит людей на деньги, выдает им какие-то криптотокены, потом эти токены обесцениваются, ну или сразу обесцениваются, или сразу тупо ничего не стоят, как это обычно у него бывает. Потом он говорит, все нормально, не паримся, конвертируем другой токен. Другой токен либо снова сразу же не существует, ну в смысле в виде блокчейна, да, токена, блокчейн токена, а в виде фантиков, которые потом якобы будут сколько-то стоить. Люди снова ждут очередные полгода-год, опять ничего не происходит, все ломается, все обнуляется. И он говорит, стопы, сейчас все будет. И появляется новый коин какой-нибудь. Simba коин. Сейчас это XP коин, Шутс, Нейтрино и так далее и тому подобное. И этих коинов было уже, наверное, штук 10 различных. И интересно, хоть один куда-нибудь залистился? Напишите в комментариях, если вы следите за всей этой историей с самого начала. Потому что я вот вспоминал последний раз о нем в 2022 году. Ну и что мы тут видим? Собственно, AvaFight, который мы сейчас удостоверились, что не работает. AvaCoin, который, ну, судя по всему, уже не существует. Это мы скоро увидим. И AvaRush. Игра, кстати говоря, которая работает. Но, что забавно, отсюда мы в нее перейти не можем. И вообще мне пришлось немножечко покопаться, чтобы
вообще найти ссылку на эту игру. Ну и некий открытый университет, которого, возможно-то и нет. Я не утверждаю, но я его найти не смог. Ну и, естественно, презентация этого уникального токена XP, который, в общем-то, тоже, как я понимаю, до сих пор не залищен. Ну и это был бы не Тони Кац, если бы не обещал листинг на биржах первого уровня, которого за все существование всех его токенов, да даже на третьего уровня биржах ничего, по-моему, ни разу не листилось, да, компания Launchpad и Launchpool, к чему это вообще здесь написано, непонятно, потому что лаунчпады мертвее мертвого. И я это прекрасно знаю на собственной шкуре, потому что вкладывал довольно крупную сумму в различные лаунчпады. На пике падения, собственно, крипторынка, когда биткоин стоил в районе 17 тысяч долларов, я закупался лаунчпадами. Сейчас они не стоят ничего, большинство из них. Но не об этом. Мы сегодня не об этом. Ну и что ж, мы, кстати говоря, можем перейти к просмотру. Давайте перейдем и посмотрим, что это такое. Так, TonViewer. То есть у нас существует уже некий адрес и существует некий токен XP. Мы видим, что 7 декабря 2024 года он создан, а прошел уже почти год. Так, необработанные транзакции. Холдеры. Естественно, 81% на одном кошельке, 11% на другом кошельке. Лямчик отправили Павлу Дурову. И вот это вот все остальное уже похоже на какие-то продажи инвестиций. Я не утверждаю ни в коем случае, но это выглядит как, ну вот, 1000 XP отдали, разослали. Да, возможно, просто на левые кошельки разослали, чтобы выглядело, ну, как-то, что как будто бы не все на одном кошельке лежит, да. Но по моему личному оценочному суждению, это выглядит так, как будто бы вот это вот продавалось каким-то людям. Либо выдавалось как компенсация, либо передавалось. И по факту, мы здесь видим 153 холдера. Минус Павла Дурова и 2 кошелька основателя, 150 и тоже непонятно чего. За год 150 пользователей. Очень-очень странно. Но, в общем, уже видно, что этот токен из себя ничего не представляет на сегодняшний день. Никита Губин, дата-аналитик, геймдизайнер, опыт работы 5 лет в работе. Атрес — это платформа, которая уже давным-давно не существует. Собственно, Антона Катина. В Трес тоже, насколько я помню, очень много людей различных пострадало. Кстати говоря, вот если мы зайдем в Тони Катца, то мы как раз-таки увидим, что у него тоже здесь Трес Групп, вот этот вот, да, и прочее. Но, ребят, это все попса. Потому что, по-моему, это всем уже все известно, да. Нам доверяют ведущие новаторы отрасли. В чем доверяют, собственно, непонятно, для картинки, просто для красивой написано. Даже если перейдем, то не видим никакого поста, где написано, что эти люди доверяют, собственно, Антону Катцу, да, просто ссылки базовые на бирже, просто наставляли ссылок. Дорожная карта непонятно, вроде бы на 2025 год, судя по вот этому вот всему, да, но листинга, естественно, никакого не последовало. Токен размещен, да, в декабре, мы видели, да, на блокчейне Тон. Раунды предпродажного и начального финансирования. Возможно, вот это вот, собственно, вот это вот та самая предпродажа и была. Если кто-то в курсе, почем продавался 1 XP токен, пожалуйста, напишите в комментариях. Люди, которые увидят вот эти цифры, прекрасно смогут сами посчитать. Заявки на биржах на листинг первого уровня. Что-то мы до сих пор ничего не видим. Хотя это был первый квартал 2025 года, да. Глобальной маркетинговой кампании я тоже не увидел, пытался искать в том же самом ютубчике какую-либо информацию об этом проекте. Серия подкастов. Уже вроде бы даже идут какие-то подкасты, но самое смешное, у Тони Катца есть вот такой вот YouTube-канал, AvaCoin, который называется. И здесь он выкладывал подкасты свои старые, да. Ну, тут уже, кстати говоря, им тоже уже полгода. С русскими подкастерами, да, и переводил нейронкой это все дело на английский язык. Это забавно. Интеграция с Trust Wallet, Binance Wallet и Telegram Wallet. Вот это вообще, знаете, меня поражают, когда пишут вообще подобные вещи, потому что тут речь идет о Wallet. Это Web3 кошелек, в который не нужно ничего интегрироваться. Вообще, в принципе, сам по себе токен, имеющийся в наличии в блокчейне, который поддерживает эти кошельки, уже по факту там присутствует. Ну, то есть это полнейшая чушь написана уже сразу. Launchpad и Launchpool, как я понимаю, нигде не происходили, либо происходили, но продавался фантик, потому что, ну,
либо продавался вот настолько вот, на 150 человек всего, да. Ну и вот это вот, собственно, все инвестиционный раунд серии А и так далее. Все это как обычно. На самом деле тут ничего нету. Ничего абсолютно нового нету. И знаете, вот это вот все, что пишут здесь, пишут частенько примерно то же самое. Скам-проекты, которые вот создают какие-то пирамидосы финансовые, да, и прочую вот чепуху. Вот, это как раз подкасты, про которые я говорил, которые мы можем посмотреть на его канале, да, не на канале там того же самого Никиты Ануфриева, да, а именно на канале Тони Каца. Потому что именно на этом канале он может, естественно, чистить комментарии, чтобы здесь, естественно, ничего негативного не было. Потому что если мы найдем тот же самый подкаст Антона Катина, да, на канале Хедлайнеры Никиты Ануфриева, если мы здесь его откроем, то увидим совершенно другого рода комментарии, отношение лайков к дизлайкам, и мы видим, что вот такие вот мы видим здесь комментарии. Просто можно вот так вот полистать и посмотреть, да. Естественно, на своем канале он подобного не допустит. Поэтому прогнал через нейронку это же самое интервью и засунул его к себе на канал. Ну и, друзья, я это все к чему? Я это все к тому, что этот легендарный человек до сих пор умудряется торговать своим лицом и кому-то что-то продавать, хотя про него уже в интернете такое количество информации, что ему, в принципе, пора бы сделать пластическую операцию и, я не знаю, разводить людей с какой-нибудь Луны, потому что на Земле, мне кажется, уже нет человека, который не знает, кто это такой. Хотя бы потому, что я снимал несколько роликов в 2022 году, комментарии которых вы также можете почитать. Вот у меня оставили около 160 комментариев, где люди писали, сколько денег они вложили и на сколько денег этот вымышленный Тони Кац их накинул. Можете просто сейчас поставить на паузу и вот почитать комментарии, которые писали люди. Либо вообще, в принципе, найдите этот ролик по названию там Антон Катин, да, или Тони Кац. Вообще, в принципе, если гуглить этого человека, то одними из первых будут мои 2 ролика, которые я про него снимал. Я надеюсь, что я очень многих людей уберег кидалово от мошенничества, да, благодаря этим роликам. Ну и, кстати говоря, если говорить о одном из его последних проектов, который я разбирал на своем ролике, это был Симба, токен надежного хранилища. Вы представляете, этот индивидуум предлагал людям хранить свои биткоины у него где-то там в Швейцарии в специальном банке, который он создал для хранения биткоинов. То есть, представляете, биткоины, которые состоят из куска кода, он предлагал хранить у него в Simba Storage. И он взамен бы выдавал вам за 1 биткоин 100 тысяч Simba токенов. Но эта идея была настолько идиотская с самого начала, что если мы вообще найдем этот Simba токен, да, например, кстати говоря, сайты, естественно, не существуют уже давным-давно, как и всех остальных сайтов, которые он делал, как и вот этот сайт скоро тоже канет в лету. Вот, мы здесь можем найти на CoinMarketCap, он пытался даже что-то запостить, да, мы можем просто зайти на EtherScan и посмотреть вообще этот самый Simba токен. И вот мы видим, что последние какие-либо транзакции были почти год назад, да. При этом смотрите, какое количество Simba токенов он насоздавал. И какое количество холдеров у этого Simba токена. То есть это настолько идиотская идея была с самого начала изначально, что до сих пор на этом токене 270 холдеров. И то, которые, возможно, являются не настоящими даже холдерами, да. Но, кстати говоря, раньше, по-моему, было намного меньше токенов. Зачем такое количество токенов, если даже я сейчас абсолютно логически понимаю, имея вот эту вот информацию, то есть он собирался выдавать 1 биткоин под 100 миллионов Simba токенов. То есть мы что делаем? 21 миллион биткоинов умножаем на 100 миллионов и получаем вот такую вот сумму. Зачем было делать вот такое количество токенов, что, ну, абсолютно непонятно. Тем более, если считать вообще все биткоины, да, представляете, что все биткоины решили хранить именно у него. Наверное, это была его мечта, но он думал, что где-то найдется еще дополнительный дохулиард биткоинов. Ну да ладно. Ну, либо просто, что таким образом еще делается, что когда создается контракт, он остается в итоге открытым, что ты можешь его поменять, люди что-то покупают, токен что-то стоит, а потом просто ты делаешь дополнительную эмиссию,
и продаешь, собственно, выгребая ликвидность из этого токена. Я не знаю, как было доподлинно здесь, на этом токене, но абсолютно очевидно, что вся эта история давным-давно, естественно, соскамилась. Ну и, кстати говоря, помните, я говорил про то, что токен AVA тоже уже превратился в тыкву. Давайте попробуем посмотреть здесь. Ах, надо открывать, ладно. Придется открыть. Я просто через захват окна работаю, и иногда приходится переключаться на захват изображения с монитора. Смотрите, открываем его же комьюнити, да, 20, всего 150 тысяч человек, о каких 12 миллионах он говорил, вообще непонятно. Это AVA Coin Community, да, то самое, которое уже сразу сделано на много различных языков. Это человек, который любит международный уровень. Так вот, смотрите. Человек пишет 9 сентября, буквально вчера. Привет всем, админы, скажите, те токены, которые начислили в самом первом сезоне и которые были выведены на Тонкипер, они актуальны? Это те же самые токены, что и сейчас, или о них можно забыть? Новый токен выпустили уже, например, и те уже просто фантики. И человек со статусом генерального админа сразу пишет: здравствуйте, токены AVA CN будут позже заменены на XP. Об этом мы сообщили в нашем телеграм-канале, пожалуйста, следите за обновлениями. То есть, то, о чем я говорил, они уже AVA CN, вот этот вот AVA Coin, да, сначала AVA Coin, потом AVA CN, теперь это XP, и так это будет до бесконечности. Кстати говоря, если мы здесь же в TonViewer ведем AVA CN, то у нас выскакивает всего один токен, и мы видим, что по аватарке это тот самый токен. И здесь уже что мы видим? AVA Coin есть снова же тут, на CoinMarketCap. Тут уже 260 тысяч холдеров. Я вижу, этот токен листился на Huobi. Ну, кстати говоря, хотя бы Huobi, да? В принципе, если мы зайдем на CryptoRank и посмотрим вообще цену AVA Coin, мы видим, что, естественно, он вышел в прошлом году, год назад, да, сначала задорого. И его цена быстро укатывалась, и в итоге укаталась в полнейшее днище. Ну, чего и следовало ожидать. Это очень и очень очевидный момент. Как думаете, что будет с XP токеном? Ну и давайте напоследок посмотрим гениальнейшую Web3 игру, которой элементарно очень сложно куда-либо нажать, в которой едет интерфейс просто банальнее. Ну, о чем говорить? Вы что, не знаете, что такое 3 в ряд и как это работает? Думаете, за 3 в ряд вам будут платить крипту и, собственно, деньги? Magic просто. В общем, к чему я вообще снимал этот ролик, друзья? Да просто посмотрите на количество людей, которые пострадали, которые очень огромное количество денег потеряли. Посмотрите ролик вот с этим названием. Он есть не только на YouTube, он есть на Рутюбе, ВКонтакте, в Дзене и так далее. Найти можно просто по названию и посмотреть уже на любой удобной площадке. Ну а для тех, кто забыл, хотелось бы повторить. Вся информация, предоставленная в этом ролике, выдумана моей больной фантазией. Ну а на сегодня все. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.